Я глубоко убежден, что в шахматах, хотя они остаются игрой, нет ничего случайного. И это мое кредо. Я люблю только такие партии, где я играл в соответствии с требованиями позиции. Я верю только в логичную и правильную игру. Тиграна Петросяна называли «железным тиграном» и «шахматным левшой». Свое первое прозвище он получил за непревзойденное искусство защиты, а левшой его называли за необычную манеру игры, которая на протяжении десятилетий ставила в тупик самых искушенных соперников. Петросян своего рода, так сказать, был зодчим, архитектором шахматной позиции. Он каждым ходом старался улучшить расположение своих фигур. Я очень хорошо понимал все замыслы, которые, так сказать, планирует Каспаров и Виталий. Это мне все было понятно, комбинаторика. А вот делается какой-то там маневр, там, особенно там Петросян какой-нибудь конь Е8 делает ход на 8-й ряд, и потом позиция вся начинает держаться и, так сказать, контратаковать, это было для меня загадкой. Он не был баловнем судьбы. Рано потерял мать, а вскоре умер и отец, работавший дворником в Тбилисском доме офицеров. В 40-х годах он начал заниматься шахматами в Тбилисском дворце пионеров у тренера Арчила Эбралидзе, большого поклонника Капабланки. Великий кубинец на всю жизнь стал и его, Петросяна, кумиром, которому Тигран старался подражать. Кончилась война, и уже в 1945 году 16-летний Петросян громко заявил о себе, выиграв юношеское первенство СССР. На следующий год он повторил свой успех. Прошло 5 лет. Петросян, переехавший к тому времени в Москву, стал призером мужского чемпионата СССР, разделив в нем 2-е и 3-е места с Геллером. В 1953 году он уже участник турнира претендентов на первенство мира. В Цюрихе он занял почетное 5-е место. Прошло еще несколько лет, и Петросян вплотную приступил к штурму шахматного Олимпа. Дважды, в 1959 и 1961 годах, он выигрывал первенство СССР, демонстрируя глубокое понимание позиции, высочайшую технику эндшпиля, а также замечательное мастерство в защите. Каждое его поражение было сенсацией. Его час пробил в 1962 году на турнире претендентов на острове Кюрасао. Петросян занял 1-е место, не проиграв ни одной из 27 партий, и завоевал право на матч с чемпионом мира Михаилом Ботвинником. Этот матч, состоявшийся в 1963 году, подарил шахматам нового чемпиона мира. 33-летний Тигран Петросян выиграл поединок у патриарха советских шахмат со счетом 12,5-9,5. Шесть лет, как и его кумир Капабланка, Петросян был чемпионом мира. В 1966 году он защитил свое звание, выиграв матч у Бориса Спасского 12,5-11,5. Спустя 3 года он все же вынужден был уступить шахматную корону тому же Спасскому, проиграв ему со счетом 12,5-10,5. Петросян еще многие годы входил в число сильнейших шахматистов планеты.
как человек, он очень был общительный и разносторонний человек. Обожал музыку. Я думаю, что мы за шахматной доской время провели не больше, чем в магазинах, когда он выбирал пластинки. Как-то вечером слышим со второго этажа там шум, гам, веселье. Влетаем в эту комнату отдыха и видим, что Тигран Вартанович там азартно сражается с ребятами в шахматы Чапаева. И все в полном восторге. Петросяну принадлежит и множество впечатляющих рекордов. Он провел без единого поражения 6 чемпионатов Советского Союза. За сборную СССР на 10 всемирных шахматных олимпиадах с 1958 по 1978 годы он добился невиданного результата. 79 побед, 50 ничьих и всего одно поражение. В годы своего рассвета Тигран Петросян был поистине непобедимым. Больше всего в шахматах он ценил логику. Он написал немало статей, был главным редактором журнала «64», открыл свою собственную школу и был превосходным преподавателем. Тигран Вартанович, он особо никогда не критиковал, знаешь, вот он старался по возможности лучше подхвалить, поддержать. Вот у него не было такого вот какой-то такой строгости, знаешь. Петросян был очень, не пропускал, вот я считаю, ни одной возможности поговорить с детьми. Вот когда мы в поезде ехали, если он встречал ребенка, то он обязательно с ним вступал в какую-то, так сказать, такую замысловатую игру, строил рожицы, так сказать, подстраивался под разговор, под детский лепет. Вообще был человеком очень живым, и я был поражен, что вот из этой среды, так сказать, из 7, на тот момент 7 чемпионов мира, один из самых, так сказать, жизнелюбивых людей первым ушел из жизни. Тигран Петросян умер в августе 1984 года в Москве, прожив только 55 лет. Он еще, знаешь, очень внешне был необычный, привлекал своей такой какой-то колоритностью, можно сказать, ведь он на первый взгляд казался таким степенным, можно сказать, немножко вальяжным, неторопливым, при этом очень доброжелательным. И у него была очень такая подвижная, выразительная мимика. И речь, знаешь, и речь такая акцентированная, сочная, живая, эмоциональная. То есть для ребенка это было как-то очень необычно и привлекательно. Показывает партию там, и говорит там «Ладно, B1». И вот это B1, оно почему-то было тоже как-то так очень весело.